Ребят, всем огромный привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Итак, заработок в социальных сетях является одним из самых простых и доступных способов работы в интернете без какой-либо подготовки. Вы можете прямо сейчас начать зарабатывать свои первые деньги. Единственное, что вам потребуется, это достойные аккаунты в популярных социальных сетях, таких как ВКонтакте, Твиттер, Инстаграм, Фейсбук, ТикТок и так далее. Процесс работы осуществляется без вложения собственных средств. Я бы даже сказала, что думать особо тут не надо. Если иметь раскрученные аккаунты в соцсетях, то доход 500 рублей в день и более становится вполне достижимой задачей. В общем, для новичков такой вид заработка будет самым приемлемым. Сайты для заработка в социальных сетях — это похожие на буксы проекты, только отличаются они от последних тем, что задания там только в социалках и нигде больше. Если на буксах в основном платят копейки, да и работа там не очень, то на сайтах для заработка в социальных сетях все совсем по-другому и намного проще. Там вам нужно будет выполнять простые действия в пару кликов, да и получать денег вы за них будете гораздо больше, чем на буксах за аналогичные действия. К примеру, на буксах вы сможете получить за одно вступление в группу в среднем 30 копеек. На сайте для заработка в социальных сетях за одну подписку вы получите уже в среднем до 4 рублей. Как видите, доходность в последнем случае намного выше. Это еще один повод начать новичку именно с этого способа работы. Главное не пользоваться мошенническими сайтами, которые также предлагают зарабатывать в социальных сетях, но деньги не выплачивают. Их в интернете полно. У меня, кстати, есть отдельное видео на эту тему, где я рассказываю о видах мошенничества и как их избежать. Обязательно посмотрите, это очень важная информация абсолютно для всех. Ссылку оставлю в описании под этим видео. А сейчас давайте рассмотрим достоинства и недостатки различных популярных социальных сетей. Facebook. Целевая аудитория — серьезные деловые люди. Из крупных регионов, например, Москва, Петербург, Екатеринбург, менеджеры крупных и средних компаний, предприниматели, консультанты, адвокаты, преподаватели, интересующиеся бизнесом, экономикой, политикой. На базе Facebook профессионал может создать бизнес-страницу и группы для привлечения новых клиентов, а начинающий предприниматель — интернет-магазин. С этой социальной сети легче выйти на зарубежный рынок. Правда, многие говорят, что затраты на раскрутку выше, чем на других ресурсах. Мои наблюдения за последние пару месяцев, в принципе, это подтверждают. ВКонтакте. Благодаря высокому охвату аудитории в возрасте от 18 до 45 лет из стран СНГ, эта социалка с точки зрения заработка подходит всем: новичкам, будущим владельцам групп и интернет-магазинов, фрилансерам и удаленщикам. Большинство заданий на сайтах для заработка привязано именно в ВКонтакт, Инстаграм, мобильное приложение, которое со временем превратилось в полноценную социальную сеть. Преимущество заработка в Инстаграм — увлекательный процесс создания контента, съемка и обработка фотографий, акцент на эмоции пользователей. Социальная сеть отлично подходит для продажи изделий ручной работы и продвижения личного бренда, также профессиональных услуг, стиля жизни, спорт, путешествия. При большом числе подписчиков аккаунт легко монетизировать, да и прямые рекламодатели легко могут связаться с владельцем популярного профиля. И, конечно же, TikTok, который является популярным мобильным приложением. Про TikTok у меня также есть видео, где я подробно рассказываю про 20 способов заработка и также схему заработка в TikTok. Ссылку также оставлю в описании. TikTok — это самый популярный вид заработка на сегодняшний день с телефона. Зарабатывать можно и в других социальных сетях, Одноклассниках, Twitter и так далее. Размер дохода зависит от выбранных способов монетизации, о которых расскажу чуть позже. Вы можете заработать деньги, не потратив ни копейки на раскрутку групп и страничек. Достаточно просто уделять достаточно времени и не сдаться, но лучше все же вооружиться знаниями и навыками. Первый вариант — это выполнение простых заданий. Заработок на заданиях подходит школьникам, незанятым личностям, студентам, людям, скучающим по дороге на работу или домой в автобусе, например, и просто тем, кому лень разбираться в тонкостях интернет-профессии. Достаточно найти сайты типа Uptorget или что-то похожее, где платят деньги за лайки и комментарии, и приступить к выполнению заданий. Средние расценки такие: поставить лайк 10-15 копеек, написать комментарий 6-9 рублей, посмотреть видео 20-30 копеек, подписаться на паблик-канал, вступить в группу 30-50 копеек, рассказать о сайте, группе, канале 60 копеек. Рекламодателям чаще всего требуются новые подписчики. Основная масса заданий приходит
подходит владельцам аккаунтов ВКонтакте. Выполнение любого из них занимает буквально минуту и быстро создается впечатление, будто на подписках можно заработать за час. Увы, это не так. Задания приходят редко, в среднем 30-40 штук в сутки, да и выполнять одни и те же действия крайне скучно. С последним ничего делать не выйдет, а вот увеличить доход возможность есть. Зарегистрируйтесь сразу на 2-3 сервисах, раскрутите личные странички, то есть во всех известных соцсетях, так вы получите больше заданий, чтобы привлечь внимание рекламодателей. Привлекайте на проекте рефералов и получайте проценты с их дохода. При грамотном подходе реально получать до 15 тысяч рублей в месяц, работая ежедневно по 8 часов в день. Второй вариант – продвижение групп, сообществ, личных профилей. В интернете существуют отдельные профессии, связанные с продвижением аккаунтов в социальных сетях. Они разрабатывают контент-план, то есть продумывают регулярность размещения и тематику постов в зависимости от целевой аудитории. Подбирают и создают тексты, картинки, гифки и видео, общаются с аудиторией, принимают заявки, отвечают на вопросы, поддерживают активность в комментариях, чистят спам, запускают и поддерживают рекламные кампании. Также анализируют статистику, лайки, подписки, комментарии. Профессионалы в сфере раскрутки и продвижения зарабатывают больше простых администраторов социальных сетей. Так, если администрирование одной группы стоит 5-10 тысяч рублей в месяц, то продвижение от 15 до 20 тысяч рублей. А учитывая, что одному человеку под силу вести сразу 2-3 сообщества, потенциальный доход в месяц составит 50-100 тысяч рублей. Еще одна отдельная профессия – таргетолог. Это человек, который умеет грамотно настраивать таргетированную рекламу. Таргетолог разбирается в целевой аудитории, которой интересует конкретный товар или услуга. Специалист оценивает следующие критерии: возраст, самая платежеспособная аудитория, люди от 23 до 45 лет. Например, женщина больше покупает косметику, одежду, игрушки, украшения, книги, онлайн-курсы, а мужчина – запчасти для авто, технику, программное обеспечение. Нет смысла выставлять в настройках Москву и Московскую область для продвижения группы. Опытный таргетолог знает, откуда переманивать целевую аудиторию. Доход опытного таргетолога стартует с отметки 10 тысяч рублей в месяц за одну рекламную кампанию, плюс 3-5% с прибыли заказчика. Правда, не всегда попадаются такие хорошие работодатели. Есть ребята, которые продвигают сразу 3-5 групп и зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц, но это в основном люди с большим опытом, толстым портфолио и кучей постоянных довольных клиентов. Искать работу специалистом по продвижению в социальных сетях можно на биржах фриланса или сайтах. А еще можно создать свой сайт, блоговую группу в соцсети и привлекать клиентов с помощью все той же таргетированной рекламы, попутно делая себе портфолио. Третий вариант – разработка приложений и ботов. Этот способ заработка в социальных сетях подходит для программистов. У специалиста есть два пути получения денег. Первый – это фриланс. Компания, агентства, рестораны и отели заказывают разработку коммерческих ботов, которые принимают заказы, общаются с клиентами, подбирают информацию. Цена за работу стартует от 15 тысяч рублей. И второй путь – создание, внедрение и монетизация игр и приложений. Еще одно перспективное направление. К примеру, разработчики браузерных игр получают деньги за размещение рекламы, покупку пользователями игровых ценностей, уровни голосов. Доход, который приносят такие игры, исчисляется тысячами долларов в месяц. В рубли, думаю, переведете сами. Например, за 2019 год разработчики игр в Одноклассниках заработали около 3 миллиардов рублей. Об этом писали в новостях, так что можете посмотреть и узнать подробности лично. Четвертый вариант – создание собственного ресурса. В социальной сети можно создать собственную площадку, которая будет приносить доход до 15 тысяч рублей в месяц. Однако из-за высокой конкуренции без денежных вложений не обойтись. Что создавать, есть минимум 3 варианта. Первый – это интернет-магазин. Заработок идет на продаже реальных товаров. Изготавливать можно самостоятельно, например, картины, игрушки, мыло ручной работы, или заказывать на Алиэкспресс у оптового поставщика. Второй вариант бизнеса с минимальными затратами – дропшип. Это когда вы размещаете рекламу определенного товара у себя, люди переходят по ссылке, покупают, а вы получаете с этого процент.
По сути, аналог партнерской программы. Третий вариант – личный бренд. Способ подходит удаленным консультантам, копирайтерам, фотографам, инфобизнесменам. Важно правильно выбирать нишу, вы должны прекрасно в ней разбираться. Это поможет быстрее завоевать доверие целевой аудитории. Пятый вариант – способа монетизации. Самый популярный способ заработка на своей группе – размещение рекламы. Размер дохода зависит от тематики, количества подписчиков, охвата аудитории. Так, администраторы группы ВКонтакте со 100 тысячами участников берут в среднем 300-400 рублей за пост, а владельцы аккаунтов в Instagram от 1500 рублей. Другой перспективный способ монетизации социальных сетей – это партнерские программы. Найти их можно на сайтах крупных компаний. Еще как вариант партнерки кэшбэк-сервисов. У буксов, бирж, фриланса и копирайтинга тоже есть свои партнерки. Как и за что платят деньги? Фиксированную сумму за привлечение нового участника. Как правило, за регистрацию в системе 5-30% от суммы продаж товаров. Инфопродуктов 5-30% от дохода привлеченного участника в системе. И третий интересный способ подзаработать – продажа раскрученного аккаунта. Проводить сделку лучше через специальные биржи. Выручка зависит от многих критериев: тематики, количества подписчиков, ежемесячного дохода сообщества. Кстати, каждая успешная сделка по продаже раскрученной страницы в социальной сети – это отличный кейс, который можно использовать для рекламы своих услуг. Как видим, заработок в социальных сетях вполне реален, и способов получения дохода великое множество. Поэтому не упускайте возможность превратить свои странички в новый источник дохода и действуйте. У меня на этом все. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые полезные видео. И до встречи в следующем видео. Спасибо за ваше внимание. Всем пока-пока.